Всем привет! Вы на моем канале о вязании. Сегодня хочу пригласить вас посмотреть новый мастер-класс по вязанию носочков. Спонсор этого мастер-класса — интернет-магазин пряжа Су. Пряжу для мастер-класса предоставил именно он. Пряжу я чуть позже покажу, посмотрите. Все характеристики подробно я там расскажу. Значит, оставлю вам в инфобоксе ссылочку на интернет-магазин. Там же есть промокод на 5% скидку на неограниченное количество раз использования. Промокод действительно до конца этого года, поэтому заходите, хомячьте себе промокод куда-нибудь в записную книжечку и не забывайте им пользоваться, потому что часто бывает такое, что мы просто в процессе покупки, да, забываем применить промокод, а это отличная возможность сэкономить какую-то копеечку, да. Так, я решила отснять мастер-класс по вязанию носочков с немного необычным способом вязания. В данный момент я хочу показать вам мастер-класс по вязанию носков от Мыска с пяткой бумеранг, но в этот раз пятка бумеранг вместе с клином подъема, то есть удобная посадка для тех, кто любит пятку бумеранг. Например, я очень люблю эту пяточку, она здорово садится на всех членов моей семьи. Но, допустим, для людей, у кого высокий подъем, вот этой пятки одной недостаточно. Поэтому я внедрила сюда клин подъема, и он неплохо вписался, все хорошо смотрится, отлично сидит на ногах. Я использовала секционную пряжу, поэтому никаких узоров здесь нет. Носки и без того яркие. Заслуга пряжи, конечно же, в первую очередь. Носки получились шерстистые, теплые. Пряжа мне понравилась в итоге, да. Вначале, может быть, были небольшие вопросы к ней, но вот по итогу пряжа понравилась. Так что рекомендую попробовать. Так, мастер-класс рассчитан на новичка, то есть в принципе все, что вам нужно, это уметь вязать лицевую петлю, да, ну и изнаночную. Вот здесь резиночка у нас 2 на 2. Дальше я все подробно рассказываю, попетельно, порядово. Вам остается только все это дело повторить. Очень надеюсь, что у вас все хорошо получится. Не забывайте оставлять в комментариях свои отзывы, все ли получилось и понравился ли вам мастер-класс. Также хочу вам напомнить, что у меня на канале далеко не один и не два мастер-класса по вязанию носков, есть целый плейлист. Там есть мастер-классы по вязанию носочков в разных техниках, и от мыска, и от манжеты, с разными пяточками. Все довольно подробно, с узорами, без узоров, в общем, на любой вкус. Планирую, конечно же, потихонечку этот плейлист еще пополнять, потому что носки — это довольно актуальная тема, тем более сейчас соответствующий сезон. Так что самое время научиться вязать носки, если вы вдруг еще не умеете. Итак, дальше я покажу вам пряжу, из которой я вязала. Ну и, конечно же, приступим непосредственно к вязанию. Пряжа, из которой мы будем вязать сегодня наши носочки, предоставлена, как вы уже поняли наверняка, мне интернет-магазином пряжа Су. Пряжа называется Лангросса. Millen White, да, правильно, надеюсь, я произношу. И у меня вот Christmas серия. Очень классная расцветка, такая сочная, красочная. Ну, действительно, я бы даже сказала, как будто бы немножко радуга, но тут не совсем палитра радуги. По составу это 80% шерсти, Virgin Wool и 20% полиамида. Рекомендации производителя: спицы 2,5-3, плотность попетельная, да, и порядовая стандартная 28 петель и 40 рядов в образце 10 на 10 сантиметров. Здесь указано, что можно стирать руками при температуре 40 градусов, не выше 40 градусов, да. Утюжить можно на двоечке, но я не знаю, вот расскажите, вы утюжите носки вязаные. Пряжа итальянская и классический метраж и, соответственно, состав. И номер цвета у меня 6755. Значит, будем сейчас вместе с вами вязать носочки. Я надеюсь, что этот мастер-класс будет вам полезным, да. Сезон уже потихоньку приближается как раз таки к тому, когда пора бы навязать носков. Итак, приглашаю вас посмотреть мой мастер-класс и обязательно попробуйте связать
получится у вас или нет. Я надеюсь, что получится. Я уверена в этом, что у вас получится. Обязательно оставьте потом свой отзыв в комментариях, для того, чтобы я знала, все ли было понятно. Итак, в процессе монтажа мастер-класса я обнаружила, что очень плохо видно на цветной пряже способ набора и прибавки. Поэтому я решила переснять на однотонной пряже и очень надеюсь, что вам сейчас будет все хорошо видно. Поэтому все то же самое повторяйте в своей пряже основного цвета. Я думаю, что разницы абсолютно нет никакой. Из какой пряжи я покажу, как вязать мысок. Так, значит, нам нужно сделать невидимый набор петель. Джуди он называется. Значит, я буду набирать на каждую спицу по 12 петель. Начало работы моя будет всего 24 петли. Сейчас я вам все подробно покажу. И дальше уже продолжим мастер-класс по основному цвету пряжи. Так, значит, что мне нужно сделать? Мне нужно взять ниточку, кончик нити от клубка и положить на 2 пальца левой руки, большой и указательный, вот таким образом, да. Кончик нити, ну, такой не длинный, сантиметров 15 достаточно будет. И теперь оставшимися пальцами я зажимаю обе нити. Значит, нить к клубку у меня на указательном пальце, кончик нити на большом пальце. И теперь беру свои спицы. У меня это Magic Loop, да, будет способ. Если вы будете вязать на чулочных, вы точно так же берете 2 спицы для набора петель. И сейчас мы будем набирать петли. Однажды вы запомните, как это делается, и больше у вас этих вопросов возникать не будет. Что мы делаем? Мы прежде всего должны запомнить, вот у меня будет нижняя спица, вот верхняя, да, то есть она по отношению к моему телу. Вот это нижняя, вот это верхняя. Это важно, потому что я буду сейчас проговаривать нижняя и верхняя спицы, чтобы вы могли ориентироваться. Значит, я разворачиваю вот таким образом, чтобы мне можно было сформировать первую петлю. И на нижнюю спицу, то есть я завожу условно нить вот так между, захватываю вот таким образом на нижнюю спицу петлю и разворачиваю. И вот первая петля. Теперь я должна придержать ее пальчиком и сформировать верхнюю петлю. Значит, смотрите, петли на верхнюю спицу мы формируем из ниточки снизу по отношению к спицам, петли на нижнюю спицу из верхней, то есть наоборот условно. Придерживаем и теперь нижнюю нить для верхней спицы заводим между спицами снизу вверх и набрасываем от себя. 1, 1. Теперь должны, чередуя, да, нижняя, верхняя, сформировать петлю для нижней спицы. Для этого снова придерживаем и верхней нитью для нижней спицы формируем вторую петлю. Огибаем обе спицы и заводим ее между 2 спицами. Вот так. 2. Теперь снова на верхнюю, нижней нитью между спицами и от себя. 2, 2. Теперь верхней для нижней огибаем 2 и заводим между спицами. 3. Теперь снова на верхнюю спицу, третью, да, то есть чередуем между спицами от себя. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. То есть у нас должно попарно набраться по 12 петель, да?
И поочередно снизу нижняя, верхняя. Закончить должны верхней петлей. Далее мы сейчас будем провязывать эти петли. Первый ряд кончик. Пока что держим на контроле, да, потому что, ну, чтобы у нас петельки не разболтались. Разворачиваем наше вязание кончиками спиц справа. Обязательно смотрим, чтобы мы взяли в работу именно нить от клубка. И теперь вот так у нас кончики в другую сторону. Нижнюю спицу выталкиваем. И будем провязывать первый ряд. В первом ряду мы просто должны провязать все петли лицевыми. Для этого нужно просто все это сделать максимально осторожно. Все петли ложатся правильно, поэтому провязываем их за переднюю стеночку, как при классической лицевой. Не торопимся никуда. Провязав пару петель, можно кончик отпустить. Он пока что уже больше никуда не убежит. Так, последнюю петлю на первой спице нужно провязать за заднюю стенку. Меняем, да, то есть снова разворачиваем кончиками спиц вправо, эту петлю заводим, берем рабочую нить, обязательно под двумя спицами, чтобы ничего нигде лишнего не накрутилось. И теперь нижнюю вытягиваем и снова провязываем все петли лицевыми. Вначале, возможно, вязать не совсем удобно, но это только в начале. Буквально пару прибавок, и все будет хорошо. Вот, то есть, если вы вяжете чулочными спицами, то вы понимаете, что на этом этапе вы должны это все провязывать третьей спицей, да? Уже сейчас, в следующем ряду с прибавками, можно перейти на весь набор из 5 спиц, если это речь о чулочных спицах. Если, как у меня, Magic Loop, то ничего не меняется. Снова разворачиваем кончиками спиц вправо и будем вязать второй ряд. Во втором ряду мы должны сделать первые прибавки для расширения нашего мыска. Значит, кончик нити я вывожу просто между спиц на лицевую сторону, для того, чтобы мне ориентироваться, где у меня начало, где у меня конец ряда. Да? Никаких маркеров я вешать не буду. Вытягиваем снова нижнюю спицу, рабочая нить от клубка у меня на пальце указательном, и теперь мы будем делать прибавки для расширения нашего мыска после первой петли из второй петли предыдущего ряда и перед последней петлей из предпоследней петли предыдущего ряда. Значит, смотрите, как это на практике. Первую петлю я провязываю лицевой. Вязание по-прежнему пока еще не совсем комфортное, особенно когда ничего не видишь. Так, провязали. Теперь мы должны сделать первую прибавку. Значит, постараюсь максимально хорошо показать. Вот вторая петля, под ней есть предыдущая петля, вот она. Мы поднимаем ее правую стенку. Тут я все придерживаю на спицу. И провязываем ее лицевой. И также провязываем и саму вторую петлю. Дальше провязываем все петли, пока на левой спице не останется одна. Вот, осталась одна петля, и теперь мы должны сделать прибавку еще одну, но уже из предпоследней петли. Предпоследнюю петлю саму мы уже провязали, то есть сначала петля, потом прибавка, в случае, когда это конец ряда. И теперь нам нужно поднять, получается, вот мы провязали, вот ряд текущий, вот на один ниже, то есть 1, 2, 3, если смотреть от той петли, которая сейчас на спице. 1, 2, 3.
Значит, вот эту петельку, левую стенку в данном случае, на левую спицу провязала и провязала последнюю петлю. Сейчас покажу еще раз на примере второй спицы. Снова меняю местами. И поехали. Значит, снова заднюю спицу вытягиваю. Смотрю, чтобы у меня рабочая нить не обкрутила ни леску, ни обе спицы, ни одну из них, никакой дополнительной петли, чтобы не образовалось. И поехали вязать второй ряд. На второй спице, значит, первую провязали, прибавка в начале ряда из второй петли, из правой стенки предыдущей петли. Не предыдущей петли, а второй петли из предыдущего ряда. Вот так. Прибавка и сама петля. Провязываем, пока не останется на левой спице одна. Провязали. И теперь 1, под ней 2, и вот из третьей, вот она. Левую стенку подняли, прибавка и сама петля. И таким образом мы будем делать прибавки, пока не расширим наш мысок до необходимого количества. Все зависит от вашей плотности. Есть соответствующие таблицы, но я, честно сказать, ими не пользуюсь, потому что у меня почему-то слишком много несоответствий. Значит, я обычно вяжу носки для себя на 60 петлях. Если это, допустим, пряжа чуть толще, чем стандартный метраж. 100 грамм 420 метров считается стандартный метраж. Если у меня пряжа чуть толще, то я, соответственно, беру 56 петель. Да? И, конечно же, в том числе все зависит и от вашей плотности, поэтому все это очень индивидуально, и я этого знать просто физически не могу. Третий ряд, вот сейчас текущий, мы снова провязываем все петли просто по кругу, то есть без прибавок. Будем чередовать ряд с прибавками, ряд без прибавок. Провязали. Изумительная пряжа, если честно. Вот это Регия премиум силк. Она тоже, кстати, есть в продаже в пряжесу. Оставлю вам ссылку под этим видео. Как интересно получилось. Не специально, честно. Выбирала то, что лучше смотрится в кадре. Так, смотрите, теперь у нас вместо 12 петель на каждой спице по 14. Соответственно, нам нужно перейти к моменту, когда их будет, в моем случае, по 30, да. То есть мне еще прибавлять и прибавлять. Снова развернула, проверила, чтобы нигде ничего не обкрутилось. Вот она петля. И вот она нить, да. Вот он кончик, который начало ряда. Снова делаем прибавки после первой и перед предпоследней. И перед последней. Первую провязала. Вот петля, вот на ряд ниже. Вот она. На спицу. Прибавка, сама петля. Снова провязываем, пока не останется на левой спице одна петля. Провязала. И теперь снова одна петля осталась. 1, 2, 3. Провязала. И последнюю петлю. И то же самое на второй спице. Уже показывать не буду. Значит, этот ряд с прибавками, следующий без прибавок, потом снова с прибавками без прибавок. И таким образом, чередуя, провязываем нужное количество рядов, пока у нас на каждой спице не образуется нужное количество. Еще раз повторю, что в моем случае это 30. Если бы, допустим, я вязала из Gazelle Happy Fit, да, там метраж иной, то это было бы по 28 петель. Соответственно, если это детские носочки, то еще меньше. Если мужские носки на широкую ногу, забыла сделать прибавку, правильно, да? Конечно, заболталась. То, соответственно, и петель больше.
Ну и еще все зависит от того, насколько вы любите, чтобы плотно или наоборот свободно носок сидел по вашей ножке, ну или не по вашей, а тому, кому вяжете. Вот так, забыла сделать прибавку. Итак, провязываем, значит, пока у нас не получится нужное количество петель. И после этого нужно провязать по кругу необходимое количество рядов до момента, когда нам нужно начинать вязать клин подъема, то есть расширять для того, чтобы пяточка хорошо села наш носочек. Я в инфобоксе пропишу количество рядов ориентировочное, да, то есть я напишу, исходя из своей плотности, сколько рядов из пряжи стандартного метража я вяжу на тот или иной размер. Вы, опять же, можете ориентироваться на эту цифру, но не забывайте, что это все, опять же, индивидуально. Попробуйте, если вяжете первый раз, и уже в дальнейшем будете знать, что, допустим, для вашего размера вам нужно на 3 ряда больше или на 3 ряда меньше. Так, по 16 уже получается 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Значит, сейчас я провязываю весь мысок, пока у меня не получится по 30 на каждой спице, в сумме 60. И дальше буду вязать по прямой носочек, да, просто по кругу. Провяжу необходимое мне количество рядов. Опять же, напомню, что там в инфобоксе это есть. И встретимся уже у клина подъема. Итак, после того, как мы вывязали всю длину носочка по прямой, дальше нам нужно выполнить клин подъема. Значит, выполняется он с помощью прибавок. И прибавки мы эти будем делать по части носочка, которая у нас относится к стопе. Я для себя определяю, да, какая сторона, и запоминаю, потому что на втором носке мне потом нужно будет вязать все точно так же. Вот у меня кончик нити, соответственно, первая спица у меня будет относиться к верхней части носочка, да, а вторая спица к задней части, то есть к нижней, там, где у нас стопа. Поэтому в текущем ряду, в следующем, где мы уже начнем вывязывать клин подъема, на первой спице я буду провязывать петли точно так же, просто лицевыми, никакого количества, не изменяя количество этих петель. То есть как у меня было здесь 28 в работе на моем носочке, так я и провязываю. Так, провязала. А вот на второй спице мы будем выполнять прибавки. Прибавки будем выполнять через ряд, то есть ряд с прибавками, ряд без прибавок. И прибавки у нас будет 2. Первая прибавка будет из первой петли, вторая прибавка будет, соответственно, из последней петли на вот этой второй спице. Значит, сначала мы провязываем саму петлю, одну. И теперь мы будем выполнять прибавку из петли предыдущего ряда, то есть из этой же первой петли, но в предыдущем ряду. Вот эту желтую петлю мы сейчас провязали, поднимаем стеночку, левую стеночку первой петли на один ряд ниже. Это текущая, это провязано, и вот на ряд ниже. То есть условно, если смотреть на эту спицу, то 1, 2, 3. Снова ее надеваю на спицу и провязываю лицевой. То есть у меня получается прибавка из петли предыдущего ряда слева, то есть после петли самой, да. Дальше я провязываю все петли, пока у меня на левой спице не останется самая последняя петля. И, соответственно, там я буду выполнять прибавку справа, то есть перед самой петлей, да, в начале после самой петли, в конце перед самой петлей. Так, довязала. И здесь мы сначала провязываем прибавку, поэтому вот текущий ряд и вот на ряд ниже, да, то есть в этом случае 1, 2, потому что эту петлю мы еще не провязывали. На спицу и снова лицевой.
Петель стало в этом ряду на 2 уже больше со стороны стопы. Дальше следующий ряд мы провязываем просто все петельки по рисунку, то есть лицевыми, как на первой, так и на второй спице. И дальше нам нужно провязать, чередуя ряды с прибавками и без прибавок, то есть следующие прибавки, вот этот ряд провяжу, в следующем ряду будет снова прибавка клиноподъема, уже вторая. И буду прибавлять ее точно так же из первой и из последней петли. То есть ничего не меняется, меняется только количество петель в центре, да. И таких прибавок я выполню 8 штук с каждой стороны, то есть 8 рядов с прибавками и 8 рядов без прибавок. Всего 16 рядов провяжу. Провязываем это все дело самостоятельно. И встречаемся, начнем вывязывать непосредственно нашу пятку. Итак, я провязала весь клин подъема, остановилась в начале ряда, да, то есть там, где у меня ниточка справа. Клин подъема выглядит таким образом. То есть на текущий момент у меня на второй спице на 16 петель больше. 8 прибавок с одной стороны, 8 прибавок с другой стороны. Было у нас под 28 петель на спице, сейчас у нас здесь 28, а по стопе 44. С учетом вот этих выполненных прибавок. Дальше нам понадобится, ну как нам понадобится, вам нет. А вот мне понадобится такой листочек, который я сейчас хочу просто визуально для вас разграничить петли пятки. Смотрите, вот у меня вторая спица, и на ней 44 петли. Вот для себя я выделю, что с этой стороны у меня и с этой стороны по 8 петель прибавок. В центре 28, это то, что было до прибавок. Мы будем вязать пятку бумеранг, да. Пятка бумеранг у нас делится на 3 части. Мы должны выделить 3 равные части по возможности. То есть, если бы у меня было 30 петель в работе, а не 28, то каждая часть из этих 3 была бы по 10 петель. 10, 10, 10, да? Но у меня 28, поэтому у меня есть выбор. Я могу в центре оставить 10, по бокам сделать по 9 петель, тогда пяточка будет более круглая. Это скорее больше для таких пухленьких пяточек, да, когда, может быть, ну, строение ноги такое, широкая пятка. У меня пяточка острая, поэтому я в центр оставлю меньшее количество петель, то есть здесь у меня тоже будет 8 петель. Соответственно, если из 28 я 8 забрала в центр, то по бокам останется по 10. Главная задача ваша, чтобы, если вот это основные наши петли, которые были до прибавок, то вот на этой основной части вот первая группа петель и последняя должны быть одинаковое количество. В центре, соответственно, то, что осталось. И это должно быть приблизительно равные части, да, то есть, ну, здесь 2 петли разницы, не страшно. Как я уже сказала, могло бы быть 9, 10 и 9. То есть главное правило приблизительно одинаковые, и первая и вторая часть равны. Вы, кстати, можете сейчас выбрать вот этот вариант, второй, да, если у вас пятка более круглой формы. Просто уже внимательно следите, что я рассказываю, потому что буду говорить, ну, моменты, чтобы вы могли для себя определить. Так, положим это в кадре. И теперь давайте мы вместе с вами свяжем эту пятку. Значит, сейчас я провязываю снова петли первой спицы, потому что ну, они не участвуют в вязании пятки. Здесь все по-прежнему точно так же, как и было. Просто лицевые. Разворачиваем наши спицы, наш Magic Loop. И сейчас у нас вся наша основная часть пятки будет вывязываться поворотными рядами только на петлях второй спицы. То есть уже не будем вытягивать, просто будем гонять туда-сюда. Так, теперь смотрите. Значит, мы помним, да, мы поделили 8, 10, 8, 10, 8. Это моя история. Что мы делаем? Первую группу петель, то есть прибавки, мы просто провязываем лицевыми. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Дальше мы должны провязать, получается, всю центральную часть, вот эту в 28 петель. Если у вас 30, значит вы провязываете 30. То есть условно мы сейчас в первом ряду нашей пятки провязываем петли, пока у нас в конце не останутся петли прибавок. Их у нас было 8. Пока что. Так, провязываю. Можно считать, да, петли, можно ориентироваться на то, что остается. Разницы нет. Если вы все правильно связали, если у вас по петлям все сходится, то абсолютно никакой разницы, откуда считать. До 8, конечно же, посчитать проще, чем до 36. Так, 2, 4, 6, я прямо глаз алмаз. Так, 2, 4, 6, 8. Остались петли прибавок, клина подъема, которая в конце спицы. Разворачиваем наше вязание. У нас изнаночная сторона, изнаночные петельки сейчас будут в работе, значит нить у нас перед работой. Теперь мы будем вязать только центральные части, центральную часть нашей пятки. Значит, мне нужно развернуться таким образом, чтобы у меня не осталось отверстий впоследствии, поэтому первую петлю я переснимаю, нить у меня перед работой, и я снимаю ее не провязывая, а ниточку тяну от себя. Петелька моя выкручивается и становится двойной, так и должно быть. Хорошо, кстати, на секционке в этом плане снимать. Видна вот эта магия выворачивания петель. Нить осталась у меня уже за работой, но дальше у меня изнаночные петли, поэтому я ее осторожно вывожу все равно перед работой. Тут придерживаю, чтобы сильно большая петля у меня не растянулась. И провязываю уже на одну петлю меньше, чем у меня было в центральной части пятки, да? Точнее, не в центральной части пятки, а в самом начале до прибавок. Или, опять же, пока у меня не останется на левой спице 8 петель, то есть клин подъема, но уже с другой стороны. Так будет проще. Так, 2, 4, 6, 8. Еще 2. 2, 4, 6, 8. То есть до последнего. Разворачиваем вязание. И теперь уже у нас обозначена граница, да, то есть дальше мы считать особо ничего не будем. Сейчас покажу, на что будем ориентироваться. Снова у нас лицевая сторона, и сейчас наши укороченные ряды на пятке в первой части пятки будут становиться все короче и короче и короче. Переснимаем снова лицевую петлю, нить за работой, переснимаем, не провязывая. Тянем уже в этот раз ниточку на себя, петелька выворачивается, становится двойной, нить оставляем за второй спицей, за левой спицей, да, потому что дальше будем вязать лицевую гладь. Вот она, двойная петля, я потянула за красную секцию, да, условно, и вывернулась розовая петля, которая была в предыдущем ряду, и стала две стеночки ее, как одна петля, но двойная. И теперь мы провязываем вот эту лицевую гладь до момента, пока мы не наткнемся на двойную петлю, которая была у нас вот с этой стороны, которую мы выворачивали в изнаночном ряду. Или каждый раз в центре будет становиться на одну петлю меньше, если вам тяжело пока увидеть эту петлю двойную. Так, смотрите, она видна. Вот она такая смешная двойная. Главное не торопиться. И вот эта петелька лицевая, она к ней очень близко приклеивается. Вот она, двойная наша петля. Или 2, 4, 6, 8 и двойная.
Ее мы уже пока не трогаем, то есть не провязываем. На этом этапе прямо перед этой петлей останавливаемся и разворачиваем нашу работу. То есть наш ряд укороченный стал короче еще на одну петлю. Снова то же самое. Нить перед работой, изнаночный ряд. Переснимаем, не провязывая. Нить заводим за правую спицу. Немножко тянем, петля выворачивается. Нить перед работой, перед левой спицей. Вяжем изнаночные петли. Снова в ряду станет на одну петлю меньше. Вот эта вывернутая петля каждый раз у нас уходит из работы. И снова мы вяжем, пока не наткнемся на вывернутую петлю. Если у вас секционная пряжа, вам еще будет проще и по секциям, если короткие, конечно, секции. Так, осторожно. Вот она, двойная петля. Значит, или 2, 4, 6, 8 и 1 двойная, да, чтобы вначале ориентироваться. Снова ее не трогаем, разворачиваем работу и опять новый укороченный уже лицевой ряд. Вот она, двойная петля. Переснимаем лицевую петлю, только что провязанную, не провязывая ее, и нить снова подтягиваем рабочую, петля выворачивается, становится двойной, придерживаем и вяжем следующий лицевой укороченный ряд. И снова мы будем вязать до вывернутых петель. Таким образом мы сейчас будем туда-сюда вязать. Количество петель в центре у нас будет все меньше и меньше, в каждом ряду на одну меньше, а количество вот этих вывернутых петель с каждым рядом будет потихонечку увеличиваться. И однажды мы придем, совсем скоро, однажды, мы придем к такому результату, когда у нас, вот, смотрите, тут уже 2 вывернутые петли. Когда у нас вот эта схемка будет читаться как вот здесь это у нас лицевые, и в центре тоже лицевая, независимо от того, вы 8 петель выбрали или 10, тут тоже лицевая. А вот это и это, или вот это и вот это у нас вот эти вывернутые или двойные, как удобно вам называть, так и называйте. То есть сейчас я должна вязать укороченные ряды туда-обратно точно так же по аналогии, пока у меня не получится по 10 вывернутых петель с каждой стороны. Вот вы когда в последнем ряду, последнюю 10-ю петлю вот с этой стороны выверните, в этом моменте мы останавливаемся и встречаемся. Так, смотрите, значит, я довязала все укороченные ряды. Сейчас мне осталось вывернуть последнюю 10-ю петлю в лицевом ряду. Давайте перепроверим. 2, 4, 6, 8 это у меня вот мои петли клиноподъема. 1 петля двойная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот они с торца очень хорошо читаются. Дальше здесь в центре осталось 2, 4, 6, 8. Ну и вот 9, которую я сейчас выверну, да, потому что развернулась. И с этой стороны 2, 4, 6, 8. Клин подъема 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вывернутых. Вот сейчас выворачиваю 10-ю. То есть переснимаю и снова вот так. Теперь мне нужно провязать 2 круговых ряда. Значит, я провязываю сначала центральную вот эту часть пятки, 8 петель, или у вас 10, если вы выбрали второй вариант, да? Вот они 8. Вывернутая 2, 4, 6, 8. Дальше мы провязываем двойные петли. Они по-разному провязываются. Значит, вот с этой стороны мы провязываем как 2 вместе лицевой с наклоном вправо. То есть вот с этой стороны подхватываем осторожно и провязываем двойную петлю целиком, не по отдельности каждую. 1, 2,
третья. Затягивать ничего не нужно, вяжем в обычном ритме, но и не рыхло, конечно же. Так, то есть из 10 двойных петель, сначала у нас было 10 обычных, мы из них сделали 10 двойных. В этом ряду мы делаем основа 10 обычных петель. Так, я никуда не тороплюсь, и вы тоже. Вот. 10. Теперь у меня вот остались 8 петель клина подъема. Смотрите, я провязываю 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И из последней петли снова делаю прибавку для клина подъема, чтобы у нас здесь был такой аккуратненький уголочек. Да, то есть еще одна петля клина подъема в центре вот нашей пятки. Выворачиваю свой Magic Loop и провязываю петли первой спицы. Просто лицевыми, здесь ничего не меняется. Так, разворачиваемся. Эти два ряда у нас, ну, будут круговые, получается. Теперь смотрите. Здесь снова пока что 8. Не забываем, что там сделали в конце ряда прибавку. Значит, в начале сделать должны тоже. Первую петлю провязали. И петля клина подъема. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь у нас здесь 9 и в конце тоже 9. Дальше снова наши двойные петли. С этой стороны мы будем их вязать за задние стенки, то есть как будто мы 2 вместе с наклоном, но уже влево. То есть не вот так, а просто вводим и за задние 2 стеночки провязываем лицевой. Это уже попроще. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и 9 и 10. И дальше у нас все петли просто лицевые остались, да, поэтому до конца спицы я провязываю петли просто лицевыми. Уже никаких прибавок нет, двойные петли все провязаны. Так, и снова на первой спице провязываю все петли лицевыми. Так, провязала. Теперь на второй части, на второй спице мы будем вязать вторую часть нашей пятки. Снова будут укороченные длины, только в этот раз они будут от меньшего к большему количеству петель. То есть там мы от большего начинали и шли на уменьшение. Здесь будем с меньшего начинать и идти на увеличение. Смотрим внимательно. Значит, сначала мы должны провязать петли клина подъема. Их у нас теперь уже 9. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Теперь провязываем боковую часть пятки. В моем случае это 10 петель, у вас возможно 9, да, в зависимости от того, что вы выбрали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь провязываем центральную часть пятки. У меня это 8 петель, у вас, опять же, в зависимости от того, что вы выбрали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Для надежности с этой стороны должно остаться петли клиноподъема, их у меня уже 9, и боковая часть, то есть 19 петель у меня. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Значит, теперь мы берем первую петлю с боковой части пятки и провязываем ее лицевой. То есть вот из этих 10 первую провязываем лицевой и разворачиваем наше вязание. Теперь эти же 10 петель мы будем выворачивать, только уже получается, там мы шли справа налево, тут будем идти слева направо, да? Правильно сказала, нет? Снова мы эту первую петлю просто переснимаем и точно так же выворачиваем. Выворачиваем, она становится двойной. То есть здесь ничего не меняется. Провязываем центральную часть пятки осторожненько. У меня это 8 петель. 1, 2, 3. Первую переснятую не считаем, которую вывернули. Только то, что провязали. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь провязываем еще одну петлю. Это первая петля уже с другой боковой части пятки. Разворачиваем вязание, переснимаем и первую петлю с этой части пятки, да, переснимаем и выворачиваем. Провязываем центральную часть пятки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 нетронутых центральных петель. Дальше у нас двойная петля. Мы ее сразу же вот сейчас провязываем лицевой. Как и ту часть, да, то есть то, что с этой стороны в лицевом ряду, за передние стенки вместе. Провязываем ее и провязываем следующую за ней петлю. Это уже вторая. Разворачиваем вязание. Вторую вот эту петлю мы переснимаем, не провязывая, и выворачиваем. Да? Теперь провязываем до двойной петли с этой стороны. Уже количество петель в центре увеличивается, потому что здесь мы уже петлю одну провязали. Поэтому, ну, считать хотите, считайте, каждый раз будет на одну больше. Да? То есть вот это не считается двойная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну и вот 9, да. Дальше у нас двойная петля. Она с изнаночной стороны, нам ее нужно правильно провязать, чтобы она с лицевой стороны была красивая лицевая. Это не совсем удобно, но потерпеть всего 10 раз. Значит, мы ее должны провязать изнаночной, поэтому нить перед работой. И теперь смотрите, вот таким движением, не совсем удобным, с той стороны, вот так, да, подхватываем задние стенки, те, что от нас, выводим, вот они передние остались, и провязываем очень осторожно изнаночной и снимаем. И также провязываем следующую изнаночную петлю, она у нас еще пока не двойная. Разворачиваем работу и теперь выворачиваем, то есть сначала переснимаем, а потом выворачиваем вторую петлю с этой стороны. Снова провязываем центральные петли, их снова на одну больше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? Снова двойная петля, ее провязываем как 2 вместе лицевой с наклоном вправо, то есть за передние стенки, и провязываем следующую за ней.
разворачиваем работу. Снова эту первую петлю, она уже здесь третья по счету идет, да, с боковой части пятки, выворачиваем. Снова провязываем центральная часть пятки изнаночной, снова петель на одну больше, и снова мы вяжем до двойной. Так, двойную опять провязываем вот таким вот не очень удобным, да, не очень удобным способом, но вы привыкнете. Так, провязали и провязали изнаночной следующую за ней. Снова развернули работу, пересняли, вывернули и продолжаем вязать центральную часть пятки. Так, я провяжу до определенного момента. Вы прежде чем продолжить, сейчас посмотрите, что я покажу вам дальше, да. Потому что, ну, все на камеру провязывать я не вижу смысла. Провязала снова двойную и следующую за ней. То есть получается, что если мы сейчас посмотрим, да, вот у нас был центр пятки, 8 наших петель. И мы сначала вязали от большего и шли на уменьшение каждый раз, да. И потом после центра, после вот этих двух круговых рядов, мы пошли уже от меньшего к большему, вот так увеличиваем, да. То есть и вот тут у нас, ну, как будто бы соединение, за счет чего формируется пятка. То есть условно здесь было сначала 9, 8, то есть, ну, именно про вывернутые, да, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А теперь мы первую вывернули, потом ее провязали, вторую вывернули, третью вывернули, четвертую, пятую, шестую, седьмую и так до 10. Значит, сейчас я провяжу до нужного момента и покажу, что у нас должно получиться. Так, смотрите, до чего я довязала. Значит, ну, практически все понятно. Вот здесь у меня вывернутая петля, это последняя 10-я петля сейчас была. То есть если мы смотрим по этапам, да, 2, 4, 6, 8, 9 петель, клин подъема. Вот эти 9 первых голубых слева, смотреть, это клин подъема. Дальше двойная петля, которая вот сейчас была последняя в изнаночном, точнее первая в изнаночном ряду. Я ее пересняла, вывернула и провязала вот сейчас изнаночный ряд. Центральные петли. Вот здесь была двойная петля, я ее провязала изнаночной и провязала следующую за ней, последнюю из вот этих 28, которые на второй спице. И у меня осталось слева 2, 4, 6, 8, 9 петель клин подъема. Вот это последняя петля, которую я сейчас буду выворачивать, да, для того, чтобы у меня полноценная пятка получилась. У меня там узел на пути. Смотрите, что мы делаем дальше. Сейчас мы должны выйти на укороченные ряды, но уже у нас будет стабильное количество петель. То есть один раз покажу и все. Переснимаем последнюю из 28 вот этих вывернутую петлю, да, 2, 4, 6, 8, 9 клин подъема и двойная петля. И теперь провязываем центральные петли пятки до клина подъема. До двойной петли. И теперь мы должны двойную петлю провязать вместе с первой петлей клина подъема таким образом, чтобы вот эта двойная петля оказалась сверху. То есть мы должны сейчас, вот если бы мы ее так провязывали, мы ее так просто переснимем. То есть вот так приподнимаем и выворачиваем, одеваем так, чтобы нам нужно было провязывать за задние стенки, да, то есть просто повернули петлю другими стеночками, не снимая со спицы, подхватываем также первую петлю клина подъема, то есть у нас как будто бы будет 3 вместе, и провязываем их вместе
лицевой. Проверяем, чтобы не захватить никакую нить, чтобы здесь ничего не тянуло. Осталось 8 петель клиноподъема. Так, провязали, да, вместе вот эту двойную последнюю и первую с клиноподъема и сразу разворачиваем работу. Теперь эту петлю переснимаем и провязываем до двойной петли в изнаночном ряду. Так, теперь нам нужно провязать двойную петлю вместе с первой петлей клиноподъема. Значит, нам нужно это так провязать, чтобы наша двойная петля оказалась сверху. Вот эта петля клиноподъема, она стоит правой стенкой к нам, да, то есть как положено. А вот эту двойную петлю мы захватываем так же, как мы ее провязывали бы. И осторожно, вот вы ее прям так придержите, чтобы она не успела убежать. И мы ее снимаем и одеваем обратно на спицу левую, но уже другой стороной. То есть правые стенки петли должны оказаться перед работой. И теперь мы провязываем двойную петлю за правые стенки. Теперь это уже не так неудобно, вместе с петлей клиноподъема. Первой, как будто бы 3 вместе. Разворачиваем сразу же работу. И теперь смотрите, первую пересняли, провязываем петли. Узелочек, конечно, тут очень не кстати этот. Так, вот тут я расслоила. Теперь за исключением вот этих крайних петель, да, справа и слева клиноподъема, которых у нас сейчас будет все меньше и меньше, в центре у нас уже должно постоянно оставаться 28 петель с учетом, то есть как и было, да, в начале, с учетом вот этой первой переснятой петли в каждом ряду. Так, вот так будет выглядеть момент, когда нужно остановиться. Вот она, вот эта петля, которая вместе 3 вместе, да, были, и вот они петли клиноподъема, их осталось 8. Провязываем вот эту петлю вместе со следующей лицевой. Чтобы их не разворачивать каждый раз, я сюда ввожу, а здесь подхватываю вот так. Если неудобно, то нужно петлю клиноподъема развернуть правой стенкой назад и только потом провязать лицевой. Она должна уйти под низ. Провязали и сразу развернули. Пересняли. И снова вяжем до такого же момента. Сейчас я вам покажу его. Так, вот она дрень, да, вот они 3 вместе, вот петли клиноподъема, можно считать 2, 4, 6, 8 и 1. И в этом случае мы провязываем просто 2 вместе изнаночной. Разворачиваем сразу же, первую переснимаем и теперь снова вяжем, пока не придем опять к такому же месту, где у нас такое будет отверстие. Я потом этот узелок спрячу, не переживайте. Так, так, так.
И вот она опять такая дыра, да. Это у нас последняя петля, которая будет потом еще в работе, да. Это у нас петли клиноподъема, которые все меньше. Снова 2 вместе лицевой. И снова сразу же развернули, первую пересняли и пошли вязать в оборотную сторону. И так мы должны провязать до следующего момента. Опять же, пока что не торопитесь, да. То есть не все петли клиноподъема нужно провязать по 2 вместе вот точно так же. В определенный момент мы должны выйти с вами на круговое вязание. Поэтому продолжаю вязать и дальше покажу, что должно получиться. Итак, смотрите, я сейчас нахожусь в изнаночном ряду. У меня вот с этой стороны осталось, когда я вязала лицевой ряд, осталась 1 петля клиноподъема. Я провязала вот здесь 2 вместе, значит 1 петля осталась, развернулась, первую пересняла, не провязывая, да, провязала все петли. И вот здесь сейчас как раз таки вот провязала 2 вместе, да, то есть петля пятки и клиноподъема вместе, и опять у меня осталась 1 петля на левой спице. Это тот самый момент, когда мы сейчас вместе с вами будем выходить на круг. Разворачиваем наше вязание. Первую петлю переснимаем, как и до этого. И вяжем до конца ряда. Все петли лицевые. В конце у нас должна остаться, ну, условно, 2 петли на левой спице, да, одна из них клин подъема, вторая уже пятка. Вот они, провязываем их вместе лицевой, и теперь уже ничего не разворачиваем, а передергиваем Magic Loop и провязываем петли первой спицы. Значит, вот здесь, ну, затягивать до хруста, конечно же, не надо, но и если первую петлю провяжем плотновастенько, лишним точно не будет. Короче, чтобы дырочек было как можно меньше, таких неаккуратных. Так, провязываем. Здесь у нас ничего не меняется, у нас здесь нет узора на этих носочках, слишком красочная пряжа, да, чтобы еще и узором сюда забивать. Так, так, так и так. Разворачиваемся, мы же выходим на круговое вязание, и сейчас мы должны провязать вместе, наконец-то, уже последнюю петлю клиноподъема. Пятка такая, ну, масштабная, скажем так. Провязываем как петли с наклоном вправо, то есть за передние стенки, чтобы опять же у нас петля пятки легла поверх клиноподъема. Ну и все, и мы вышли на круговое вязание. Сейчас у вас должно в работе снова остаться такое же количество петель, как было на стопе, да, то есть у меня это по 28 петель на каждой спице или 56 в общей сложности. Дальше мы должны провязать сейчас в круговую количество рядов, ну, которое вам нравится. Я напишу, я честно скажу, я не знаю, сколько петель, сколько рядов вязала я. Я в уголочке здесь вот подпишу, сколько рядов вверх я провязала лицевой глади. Ну и чтобы уже ни у кого не возникло вопросов, я приду, когда к вязанию резиночки 2 на 2, я, конечно же, остановлюсь, покажу, может быть, кто-то, ну, может быть, кто-то, всякое же бывает. Все мы когда-то ничего не умели, да? То есть сейчас я просто по кругу вяжу определенное количество рядов лицевой глади. Вы, поскольку вяжете первый носок, то вы, конечно же, пожалуйста, это количество рядов лицевой глади где-нибудь себе запишите, потому что, ну, считать не так удобно, я скажу вам. Да, пометьте, что вы провязали 30 рядов, чтобы второй носок у вас получился точно такой же. Итак, провязываю нужную высоту и возвращаюсь. И еще такой один момент, совет вам, что на данном этапе пока что не нужно ничего примерять, пока вот здесь еще довольно слабое местечко, да. А вот когда провяжете, ну, хотя бы 6
можно чуть больше, не меньше рядов в круговую после пятки, тогда уже можно носок примерять на ножку. Вот. Тогда уже точно в уголках ничего не растянется и петли не будут деформироваться. В общем, провязываю высоту паголенка до определенной длины и встречаемся на резинке. Так, я довязала нужную высоту паголенка, у меня получился 21 ряд, так же как и на втором носочке. Ну, можно повыше, это получаются не очень большие носки, и в этот раз я вяжу достаточно высокую резинку. Так, у меня 56 петель в работе, число кратное 4, соответственно я могу выбирать резинку 2 на 2 или 1 на 1. Выберу в этот раз 2 на 2, но я думаю, что резинку вязать все умеют, поэтому все довольно просто. Мы просто переходим на вязание, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночные петли. Первая лицевая, вторая, соответственно, изнаночная, вторая, соответственно, тоже лицевая, дальше 2 изнаночные и 2 лицевые. И таким образом я должна провязать ряд до конца, и у меня раппорт должен сойтись, то есть вот здесь в конце второй спицы должно закончиться 2 изнаночными. То есть мы при переходе на вторую спицу с первой тоже смотрим, чтобы у нас не повторялись раппорты лицевых и изнаночных. Вот, и потом провязываем высоту, нужную высоту резиночки. У меня это 20 рядов. И когда я провяжу, я снова подключусь и покажу вам закрытие петель с накидом. Вот. В общем, тут ничего, конечно, сложного нет. Итак, провязана высота всей резиночки. Здесь 20 рядов. То есть у меня получается паголенок в этот раз будет довольно высокий. Не за счет лицевой глади, а за счет того, что и резинка тоже довольно высокая. Я буду закрывать крючком методом с накидом, для того, чтобы у меня получилось эластичное закрытие. Чтобы спокойно проходила носочек через пятку, да, и никаких проблем, в общем-то, не было. Очень удобный способ и очень быстрый. Особенно, когда это действительно делаешь крючком. Значит, правую спицу я вытягиваю, убираю. Вместо нее у меня теперь будет в работе крючок. Первую петлю, как лицевую, да, я провязываю крючком. Вывожу нить и снимаю петлю со спицы. Дальше мне нужно сделать накид. Буду делать вот таким движением к себе. Не вот так от себя, а к себе, через верх к себе. Придерживаю накид, чтобы он не растягивался, и провязываю следующую петлю лицевой. И не снимая петлю с крючка, сразу протягиваю и через накид, и через первую петлю. И только потом снимаю. Так намного удобнее. Снова накид. И теперь следующая петля у меня изнаночная. Я ее, соответственно, изнаночной и провязываю. И снова, прежде чем снять, раз, два. Теперь сняла и сразу накид сделала. То есть это довольно удобный способ. Я взяла крючок номер 2,5, такой же по номеру, как и спицы. Если сомневаетесь, допустим, постоянно затягиваете петли и знаете прекрасно об этом, возьмите крючок побольше, например, 3. Так. Накид провязали, просунули, сняли. И таким образом я закрываю все петли. Ну и на второй спице все то же самое. Дойду до конца, покажу, как в конце провязать и как закрыть так, чтобы край был единым. Так, вот она последняя петля. Все то же самое. Накид провязала изнаночной и протянула. Дальше мне понадобятся ножницы. Обрезаю нить. И вот эту последнюю петельку просто вытягиваю наверх. Теперь мне нужно найти
самую первую закрытую петлю, то есть над самой первой лицевой найти косичку. И под обе стеночки ее, не глубже, потому что там есть еще накид, под накид ничего не просовываем. Только под эту косичку, вот так. Теперь кончик нити протягиваем. И следующим этапом мы должны вот в эту косичку, последнюю, откуда у нас выходит сейчас кончик нити, крючок с изнаночки ввести сюда, вверх. И опять же протянуть кончик сюда. И теперь тянем за кончик нити и подтягиваем таким образом, чтобы у нас размер этой петли был такой же, как и размер всех петель здесь в работе. Выводим на изнанку и теперь прячем кончик по изнаночной стороне. В общем, кончики прятать, я думаю, все умеют. Я плохо вижу такую тонкую нить, поэтому мне неудобно будет. Так, ну что, второй носок у меня готов. У вас первый, да? Соответственно, второй носок вяжется точно так же. Абсолютно. Сейчас я иду стирать свои носочки, и как только они высохнут, я вам покажу, что у нас получилось. Еще остался вот такой клубочек от 100-граммового мотка. Можно скомбинировать и связать еще одни носки, что я, в принципе, собираюсь сделать. Так, ну что, стираем и смотрим, что у нас получилось. Итак, у меня готовы оба носка. Я их постирала. Постирала привычным для меня способом. Руками первую стирку я обычно провожу, да, в комнатной температуре воде с добавлением шампуня. Петли выровнялись, носки сейчас выглядят очень здорово. Ровная лицевая гладь. Покажу вам поближе. Вот так это все дело выглядит. Такие яркие. Мне кажется, что зимой, осенью в пасмурную погоду какую-то, ну у нас зимой просто в Беларуси часто бывает именно пасмурная погода, а не солнечная, с большим количеством снега. В общем, такие яркие будут задавать, надеюсь, настроение какое-то, да, такое веселое и радостное. В общем, я досталась довольна этой пряжей. Все хорошо смотрится, гладь лицевая ровная, все прибавки, убавки, пятка бумеранг, вот здесь мысочек, все очень ровненько, ровненько. И резиночка здорово смотрится. Вот, сушила я носок один на блокаторе, второй без. Разницы существенной я не заметила. Единственное, что вот этот носочек, который высыхал на блокаторе, в данном случае это вот этот, он выглядит как будто бы он такой, знаете, как будто он немножко отутюженный. Вот этот я сейчас натянула, он такой как будто бы слегка помятый, но в то же время все равно ровный, и вид у него довольно презентабельный. То есть можно и без блокаторов сушить, и смело кому-нибудь в подарок, например. Так, по расходу у меня, значит, остался еще вот такой клубочек. Здесь у меня в носочках 68 грамм, то есть здесь еще 32 грамма получается, это или на маленькую пару, ну или, допустим, если скомбинировать с какой-то однотонной пряжей, будет очень красиво. Или если вдруг у вас два мотка одинакового цвета, то, соответственно, хватает на 3 пары носков. Я вязала на 40 размер. Вот, в общем-то, все. Вот такие носки у меня получились. Надеюсь, что у вас тоже. Не забывайте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Заглядывайте в инфобокс. Там все полезные ссылки, которые вам понадобятся, да. И увидимся в новых роликах. До новых встреч и всем пока-пока.